Всем привет, рада видеть вас на моем канале, и речь сегодня пойдет о той самой скандальной коррекции, которую я сделала месяц назад. После просмотра этого видео мнение моих подписчиков разделилось на два лагеря. Одни писали, что им понравилось, а другие жестко хейтили. И я не о тех комментариях, где мои подписчики корректно высказывали свое мнение о работе, а я о тех комментариях, где лилось много грязи на мою девочку. Сейчас на экране вы видите ногти, с которыми пришла моя клиентка месяц назад ко мне. Сразу говорю, работа не моя, так случилось, что моя девочка не смогла попасть ко мне и пошла к другому мастеру. Ей сделали там вот такие ногти, но печаль была в том, что там были очень глубокие пропилы. Было прям очень много неприятных комментариев по поводу ранок на пальчиках моей девочки. Люди почему-то решили, что они вправе ставить самые ужасные диагнозы. В общем, у меня не было слов, я даже не отписывала на эти комментарии, но сегодняшнее видео это ответ всем хейтерам. Хочу, чтобы вы увидели, что же случилось с этими руками через месяц. По мнению моих любимых хейтеров, через месяц пальцы у клиентки должны были отпасть, отгнить, и вообще она не должна была ко мне прийти. Но как вы видите, с ручками все в порядке, и посмотрите на ранки, они почти позаживали. Кстати, моя девочка все-таки пошла к врачу, я ее об этом попросила, она к нему сходила, врач сказал, что здесь ничего страшного нет вообще, возможно, был какой-то химический ожог, возможно, был панорицей, но девочка говорит, что панориция у нее не было, просто было воспаление, а потом, скорее всего, был какой-то химический ожог. Поэтому появились вот такие серединки на ранках. Как вы видите, спустя месяц все наладилось и все хорошо. Девочка не мазала никакими кремами, ничего не делала, просто держала ручки в гигиене, хорошо все вычищала, вымывала щеточкой, и, как вы видите, результат просто отличный. Я сейчас специально снимаю старый материал именно с этого пальчика, чтобы вы увидели состояние ногтя под материалом. Меня за эти ногти тоже очень сильно хейтили, даже были комментарии, что мне нужно руки оторвать и отправить в тюрьму за такую работу. Если вы смотрели прошлое видео с этими ногтями, то точно помните, что я рассказывала вам о травматическом анихилезисе на этом пальчике. Я не зачищала этот ноготь, потому что анихилезис был не таким большим, перекрыла его твердым материалом на свой страх и риск и говорила вам, что нужно наблюдать за этим ногтем. Так посмотрите, анихилезиса почти уже нет. Сейчас, глядя через монитор в макровиде на эти ногти, вижу, что в уголку там есть небольшое пожелтение, и я вас сразу же разочарую, это не признак какой-нибудь болезни, это просто моя девочка любит использовать автозагар, и, как вы знаете, его еще попробую отмыть, когда он очень хорошо въедается, поэтому мы просто позже его оттуда вычистим, и там все будет чистенько и красиво. Как вы уже заметили, на этих ручках жирная и сочная кутикула, справиться с ней не так уж и просто, и в прошлый раз я тоже говорила, что если вы не умеете справляться с такой кутикулой, то лучше не добивайтесь прям чистоты и идеала, потому что можно сделать только беды. За что меня тоже захейтили, сказали, что как можно вообще учить не делать прям идеально чистый маникюр. Но стоп, я действительно никого ничего не учу, я просто показываю, как работаю я, и рассказываю свое мнение. Я не говорю делать так, как я. И вообще это не обучающие видео. Я просто демонстрирую свою работу. А каждый из вас уже принимает решение, как ему делать и использовать ли мою технику в своей работе. И несмотря на то, что вы мне написали много гадостей по этому поводу, я как и была, так и останусь при своем мнении, что лучше не сделать идеально, но не навредить. Я сейчас ни в коем случае не хочу, чтобы вы подумали, что я жалуюсь на хейтеров.
Нет, знаете, я уже привыкла принимать все это. Ну, у каждого свое мнение, не может все абсолютно в человеке нравиться, в работе нравится. Единственное, прошу, не пишите гадости о моих девочках, потому что они точно не привыкли читать о себе такое. Ну, как вы себе представляете, красивая девушка, ухоженная, тоненькая, вся такая нежная, а ей в комментариях там пишут, что она бомжиха. Думаю, что каждому из вас было бы неприятно читать такое о себе. Итак, я уже сделала маникюр, обезжарила ногти, нанесла бескислотный праймер и тонким слоем нанесла базу. Когда база высохла, могу приступать к покрытию твердыми материалами. Сегодня будет опять French, но я вам хочу показать одну технику, которую я тоже часто использую в своей работе. Как вы знаете, у меня появились два новых полигеля от торговой марки Камильфо. Один такой белый, а второй вот такой нюд, который я сейчас использую в работе. Они очень плотные и очень классно стоят на месте. Это позволяет выставлять ложе сразу на 4 ногтя. Но такое можно делать только метким клиентам. Да-да, вам не послышалось, именно метким, потому что если клиентка часто не попадает в лампу и промазывает, то делать ей сразу 4 ложи точно нельзя, потому что она снесет все 4 ложи сразу. И поверьте, это будет очень обидно, когда вы делаете работу, все красиво, идеально, а девочка просто не попала в лампу и сразу снесла все 4 ложи. У меня такое было, я была прям злая, но кто же мне виноват, что я хотела сэкономить время и сделать все побыстрее и сделать сразу вот выкладку именно 4 ногтей. Но этот способ сокращает время и работать именно так действительно быстрее. Но это позволяет только именно плотный акригель, который никуда не течет, не меняет форму, в общем, который поставил и он стоит на месте. Я думаю, что вам сейчас через экран прям передается, и вы видите, что кисточкой не так уж и просто расправить этот материал. Но у меня под рукой не оказалось апельсиновой палочки, поэтому работала именно кистью. После полной полимеризации материала снимаю липкий слой и приступаю к опилу ложи. Изначально, как всегда, беру тонкую керамическую фрезу и аккуратно подпиливаю линию улыбки. Особенно прорезаю те места, где будут усики, чтобы френч был четче и красивее. Сегодня у нас по плану будет классический белый выкладной френч, поэтому для того, чтобы свободный край смотрелся контрастнее, я использую подводку, а именно белый гель-лак. Можно использовать также белую гель-краску, как вам удобнее. Это для того, чтобы френч был контрастнее. Даже для белого я тоже делаю подводку. Так как мне нужно сделать красивую архитектуру и поднять свободный край, то белый я выкладываю в 2 слоя. Можно было, конечно, сделать это все и в один, но я посчитала, что мне будет удобнее сделать это именно в 2. То есть я выставила первый слой, просушила его в лампе, затем выставила второй. Осталось сделать самый большой трудоемкий кусок работы, а именно опил. Как же давно я не делала опил именно коротких квадратных ногтей. Не знаю, в последнее время мои клиентки все ходят с очень длинными ногтями, и чаще всего это, конечно, форма миндаль. А у вас, девочки, какие ногти чаще всего выбирают ваши клиентки? Короткие квадратные, либо это длинные квадраты, либо это все-таки миндалевидная форма? Пишите в комментариях. После опила поверхности переворачиваю ручку и тонкой керамической фрезой выпиливаю натуральный ноготь и лишнюю толщину. У моей девочки очень сильно разросшийся гипонихий, на этом пальчике меньше, а вот на указательных очень сильно. Поэтому выпиливать ноготь нужно очень аккуратно, чтобы случайно не задеть гипонихий. Я сначала работала именно керамической фрезой, потому что она очень острая и ею очень просто
убрать именно лишнюю толщину. Но когда мне нужно подобраться именно ближе к гипонихию, я беру алмазную фрезу, потому что она не такая острая, она деликатнее и не вызывает неприятных ощущений у клиента при контакте с кожей. Фрезой Юла корректирую толщину свободного края, чтобы он был равномернее и тоньше. В конце еще немного дочистила огрубевшую кожу, которая пооставалась, ну и взяла вот такой микрофончик с красным маркером и прошлифовала кутикулу и кожу вокруг ногтя. Делаю все это на небольших оборотах, всего 5-7 тысяч оборотов и режим форвард. После шлифовки осталось сделать самое приятное — перекрыть ногти топом и наконец-то увидеть результат, который у нас получился. Ну вот такая нежнятина у нас сегодня получилась. Не знаю, я читала большое количество комментариев, где мне говорили, что френч это не модно, некрасиво. Ну тогда, пожалуйста, объясните мне, что же красивее вот такого нежного белого выкладного френча, который подойдет абсолютно ко всем образам. Если вам понравилась работа, не забудьте поставить лайк, ну и конечно подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг этого еще не сделали, потому что здесь очень много интересной, полезной информации. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца, с вами была я, Миронова Виктория. Всем пока-пока.